Добро пожаловать на выводы о силе Алерия на дикой кошке. Или на диком клыке, короче, Wild Fang. Но она тут как бы из обычной карты переросла в эпик. То есть они как бы сразу обе существуют в игре, и они по навыкам все же отличаются. Это у нас получается Алерия из будущего, потому что ее кошка, да, уже выросла, или кот, кто его знает. Я как бы под хвостик не заглядывал, может вы напишите в комментарии. Вот, у нее есть этот кошка-кот, и он как бы... И это ее основная механика, которую я расскажу чуть позже. Алерия и Wild Fang — это у нас эпическая ивентовая карта, то есть доступная только в баннерах Summon Rift. На момент записи видео баннер прошел, а реранов еще не было. На арене также отсутствует. И она стоит 40 свитков. Это герой дальнего боя, который может и немножко поддержать и потанчить. Потому что все завязано на этом диком, мать его, клыке. Я точно не уверен, скорее всего, вот это характеристики самой Алерии, а вот это вот клыка. Потому что, заходя в бой, Алерия сразу на нем спавнится. Ну, в общем, основная механика этого персонажа — двойная жизнь. Короче, этот кот... Во-первых, к нему привязана одна способность, это тоже механика, то есть без него эта способность работать не будет, понятное дело. Также он может поддержать, то есть Алерия может одновременно и танковать, и стрелять, но не с такой хорошей эффективностью, так как их атаки идут чередом, то есть сначала кот укусит, потом она стрельнет, потом снова он укусит, и потом она снова стрельнет. Это не совсем удобно. Этот кот имеет очень высокую скорость, то есть герой максимально мобильный. И в какой-то мере я могу это называть даже лучше телепорта, потому что не всегда тем же телепортом можно увернуться от некоторых каких-то саботажных способностей в той же копилке, например, там летят, бомбы на тебя скидывают. То есть тем же Магнусом или Асра я не раз умирал под саботажем в Coin-Farm. А вот она как бы уворачивается от всех метеоритов и прочего гораздо лучше. Урон стыки у нее чуть меньше у Асры, но все же у Алерии скорость атаки сама по себе больше, 0.6, а у Асры 0.9. Я тогда, по-моему, его сказал, то, что у нее самая высокая скорость, и совсем забыл про Алерию. Когда кот делает последний свой вздох, он умирает, и остается только его наездница. И спустя, получается, 22 секунды он снова возрождается, и она как бы возвращает все свои привилегии. Сама Алерия тоже достаточно, ну то есть она сохраняет все свои характеристики по урону, но у нее армор снижается на 5%, а также она становится медленнее, но все же не настолько сильно, чтобы прям там усраться. То, что вот я потеряла очень большую скорость. Но неприятно, да, и сама по себе она имеет очень мало хп. И респавн долгий, потому что многие эпические герои сейчас имеют респавн от 10 секунд. Та же Асра, по-моему, недавно Элори бафнули, да, у нее было 15 секунд, сейчас снова 10 сделали, да, вот. У Магнуса 12. То есть Алерии как бы умирать невыгодно. И всегда как бы сохраняйте кота. И если даже умерли, то не смейте умирать основным персонажем, чтобы кот спустя время возродился. Перейдем к другому скиллу, который зависит от кота. Это дебаф. Раз в 21 секунду как бы кот, ее кот издает рев, который дебафит на 58% урон врагов. И также увеличивает по этим врагам урон, насколько я помню. Это все длится 8 секунд с очень хорошим ария-эффектом. Также персонаж имеет хорошую синергию со всеми лучниками, потому что Арчер Товар получает баф 10% к скорости своей атаки. То есть, опять же, 10% это не 3, не 5, там не 2. Это хорошая прибавка, приятная. Но как бы импакт от нее меньше чувствуется, чем от Асры. То есть скорость атаки, да, это неплохо, но все же тот же флот арбалетчиков и так быстрый, зачем его еще ускорять? Возможно, для Твилла вот это вот будет прикольно. Но вот эти вот 10% дамага в скиллы башням, я считаю, более профитнее, чем скорость атаки, которая и так у того же форта на высоке.
Что еще интересно, оба ее скилла перезаряжаются одинаково, 21 секунду. И в этого героя вставили, получается, спелл. Колючками мало кто пользуется, поэтому, видимо, они решили сделать так, чтобы все пользовались этими колючками, точнее, те, кто выбил Алерию. И, пожалуйста, она имеет неплохой контроль, достаточно на хорошем расстоянии. Она дебафает на 58% скорость передвижения, эта лоза. Ну, вы знаете, короче, как работает этот спелл. И как бы характеристики вы видите на экране. И, понятное дело, как работает и вот этот вот призыв лозы. Сколько я помню, на релизе был баг, или это не баг, я не знаю. По-моему, если Алерия не попадет вот этой вот заряженной стрелой, да, зеленой, по врагу, то эта лоза не вызовется, и получается, ты просрал скилл. Насколько я знаю, я вот недавно играл на ней, опять же, перед выводами. Вроде это пофиксили, не должно быть такого бреда, но если он есть, напишите в комментариях. В общем, скажу так, герой неплохой, но вот эта вот задумка с переделыванием, типа, из обычных карт в эпические, там, возможно, в легендарный кто-то дойдет, прикиньте, там потом выйдет легендарный Геральт в каком-нибудь пассе, который, как бы, типа, вот у нас есть обычный, да, вот этот вот Геральт, а есть как бы Геральт из Генезиса с мечом Элини. И прикиньте, реально вот с артефактом сделать какого-то сильного Геральта по типу Малика какого-то. То есть как бы в целом, персонаж неплохой. Мне понравилось за нее играть, но это как бы, ну, не Асра, да, не Асра. Тем, кто выбил, играйте на здоровье. Тем, кто ждет возможный реран, хотя навряд ли такие есть, не советую крутить, потому что, в принципе, затея крутить старые карты — это только какие-то исключения. Закрепились у комьюнити в использовании, да. Вот их стоит брать, а вот эту карту, я думаю, лучше вот ее добавят на арену. Рано или поздно она вам выпадет, вы как-нибудь ее попробуйте. Возможно, когда новички пришли, ее выбили, тоже будет неплохо. Но вот прям целенаправленно ее выбивать на реране я бы не стал. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачки! Покеда!